Каждый день ты смотришь на свою камеру, на свой телефон, который ты специально покупал, чтобы снимать видосы, и думаешь, завтра я пойду и буду снимать YouTube. Завтра наступает, ты приходишь выжатый с работы, ты уже не хочешь ничего делать, ты хочешь полежать, посмотреть свои тиктоки, ты не можешь кушать, потому что YouTube тормозит. И в этом ролике я тебе расскажу, как начать наконец-таки делать, а не откладывать на завтра. То есть, как выйти из ловушки завтрашнего дня. Поставь цель. Наш ум так работает, что если у нас есть какая-то цель, например, я хочу прийти вон к тому прекрасному, забыл, как он называется, подсолнуху. Ваш ум так работает, что когда вы ставите цель пойти и снимать видос, как я сейчас поставил, то есть я хотел пойти и найти какое-нибудь красивое место, и я его нашел. Даже в MotoGP пилоту, для того, чтобы выйти из поворота и зайти в правильную траекторию, ему нужно смотреть туда, куда он едет. Также и наш мозг. Когда ты решил снимать YouTube для того, чтобы там повысить свой доход, тебе нужно для бизнеса это делать, ты, например, какой-то ремесленник, ты ставишь цель. Хочу вот то-то, то-то. И твой мозг начинает действовать по-другому. Вместо того, чтобы смотреть 1500 тиктоков вечерком, ты идешь и пишешь сценарий. Ты понимаешь, что сценарий поможет тебе приблизиться к твоей цели. Ты думаешь, что другие контент-креаторы как-то отличаются от тебя? Ты думаешь, ты какой-то такой особенный, что ты не можешь взять, пойти и начать делать. Но на самом деле нет. Они также приходят с работы, когда только начинают свои ютубы. Они также борются с этим ощущением, что надо пойти и полежать, надо пойти посмотреть эти тиктоки. Они такие же люди, как и ты. Ты такой же человек, как и они. Просто в какой-то момент они поставили цель, которая их зажигает и к которой они хотят идти. И каждый день они просто берут и это делают. Поэтому давай ты сегодня начнешь и будешь тоже делать. Поэтому давай с тобой поставим цель. Какая у тебя цель? Возьми бумажку и выпиши 5 целей, которые у тебя есть. Пиши все, что в голову придет. Например, этот канал я создал для того, чтобы помогать людям начинать. То есть моя самая главная цель — это то, чтобы ты начал что-то делать. Я прошел через кучу итераций того, чтобы начать. Поэтому теперь я профессионал в том, чтобы начинать. Я начинал один бизнес, другой бизнес, я начинал один YouTube, другой YouTube. Поэтому надо поставить цель. Что ты хочешь, чтобы у тебя было с этим ютубом? Ты хочешь реализоваться творчески, хочешь получить больше денег, ты хочешь заиметь какую-то популярность. Это не проблема, если ты хочешь заиметь какую-то популярность. Это вообще, в этом нет никакой проблемы. Потому что делание ради делания ни к чему не приведет. Ты выпустил 10 роликов, 20, 30, 40. Ты просто поставил себе цель, например, делать ролики. Как ты поймешь, что ты этой цели добился? После первого же ролика можно было прекратить это делать. Как я могу понять, что я успешен в том, чтобы рассказывать людям, как начинать? Мне пишут отзывы. Например, моя цель — это 100 тысяч подписчиков. У меня есть своя школа. Вы смотрите ролики про то, как начинать, как монтировать, как снимать. И у вас хорошо это получается. Это моя цель. Довольные ученики, у которых все получилось. То есть они смогли начать. Я им дал вот этот вот волшебный пинок. Поэтому начни прямо сейчас. Не откладывай. Простое задание. Возьми бумажку и выпиши цели. Ну а потом обведи самую яркую цель, которая тебе кажется вот, ага, это оно. То есть ты можешь выписать 10 целей, 20, 30, но всегда будет одна, которая тебя будет максимально сильно зажигать. Например, как меня, научить людей начинать. Та цель, которую ты обведешь, от которой тебе покажется, ага, да, это вот оно, это будет именно та цель, с которой ты пойдешь и сделаешь первое видео. Цель может через какое-то время меняться, она может трансформироваться. Может быть, в какой-то момент я перестану хотеть учить людей, а буду хотеть иметь 1 миллион подписчиков. И я уже буду какие-то делать действия, которые приведут меня к 1 миллиону подписчиков. Делать какой-нибудь контент по типу Мистер Биста или там Влада Бумаги. Но это уже будет потом. Сейчас мы концентрируемся именно на той цели, которую мы нашли. Далее нам надо найти идею. Найти идею и легко, и сложно одновременно. Я, как уже сказал, я профессионал в том, чтобы начинать. Сейчас я полностью веду канал для школы Опи Suomi, это школа финского языка. То есть я придумываю идею, я придумываю видос. И, собственно, у меня цель и у моего клиента — это подписчики, а также потенциальные клиенты, которые будут смотреть эти видосы, приходить на учебу. Вторая цель — это помогать людям, которые переехали в Финляндию. Поэтому в той же бумажке просто выпишите, в чем вы эксперт. Когда-то я очень любил ездить на мотоцикле. И я делал ролики про них. Потом, когда у меня был магазин с играми, я делал ролики про что-то определенное, например, про консоли, потому что это интересно потенциальному клиенту моего магазина. Тут я не буду говорить, выпиши 3 каких-то там навыка, что ты круто варишь алюминий тик-сваркой. Или, например, ты круто делаешь блинчики, как Обломов. Ну или там мясо. Просто пиши. Мы все в чем-то эксперты. Мы все
что-то круто умеем. По-любому есть такие ситуации, когда тебе родители, друзья, подруги, там, семья все время говорит: сделай вот это, потому что ты делаешь лучше всех это. Как мне в детстве говорили, что я программист просто потому, что я, типа, хорошо разбираюсь в компьютерах. Поэтому идея, например, для меня же может быть сделать подобный канал, как там мой компьютер, твой компьютер, где я буду рассказывать про компы, про их устройства. То, чем раньше занимался iCak Просто, пока не скатился в политоту. Потому что даже ниша компьютеры, она на самом деле не просто про компьютеры. Есть один канал Bringus Studios, он, например, устанавливает игры на разные странные устройства. То есть он сносит операционку, пытается взломать это устройство для того, чтобы установить туда Steam и играть. Поэтому пиши и бери эту идею. Нашел какую-то интересную идею, попробуй посмотри, что за конкуренты есть на рынке. Если продолжить тему компьютеров, ты, например, можешь делать такую же водолению, как Linus Tech Tip, но которую смотрят миллионы человек. Ты можешь делать ее лучше, ты можешь делать ее уже, ты можешь делать, например, ее шире, но надо просто начать. То есть идея уже есть, теперь давай приступим к съемке ролика. В какой-то момент ты найдешь очень хорошую идею, от которой тебе покажется: да, это вот оно, я всю жизнь хочу вот этим заниматься. Давай просто опустим вот это вот всю жизнь. Не надо говорить сейчас, что ты будешь вот этим всю жизнь там заниматься, бла-бла-бла. Просто запиши эту идею, с ней мы будем работать в следующей главе. Свое первое видео. Идею мы с тобой нашли. Осталось за главным. Это не откладывать то самое действие, которое ты можешь сделать сегодня, либо хотя бы завтра. Но завтра не так, что ой, ну вот завтра никогда у меня не наступит, а каждое следующее завтра это будет сегодня, когда ты решишь, что завтра тебе надо начать. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Нет, тебе надо начать. Либо сегодня, ты можешь сегодня написать сценарий, ты можешь сегодня подготовиться к съемке, ты можешь взять, например, телефон и пойти посмотреть, ага, в каком ракурсе я буду снимать это видео. Но самое главное, это просто его начать. Ты можешь уже сегодня пойти и посмотреть своих конкурентов. Например, ты хочешь сделать ролик про iPhone. Ты вот знаешь, что Wylsacom выпустил ролик про iPhone, ты знаешь о том, что, ага, у него есть вот эти проблемы, и ты понимаешь о том, что, ага, ты можешь рассказать лучше. Ты можешь заострить внимание своего зрителя на чем-то другом. Не на том, что обычно заостряет внимание Wylsacom, а на чем-то новом. Потому что твой зритель, он хочет посмотреть видео, информацию. Потому что твой зритель, ему, по сути, не важно, на какую камеру ты снимаешь. Ему важно, чтобы был хороший звук. Второе, это был хороший контент. Если он ищет информацию про новый iPhone, то, соответственно, он будет искать, сначала посмотрев один ролик, ага, вот у Wylsacom что-то недостаточно. Например, у другого блогера он опять что-то не увидел. Ты вот можешь закрыть вот эту дыру, потому что ты новая волна Ютуба, ты совсем по-другому мыслишь. Wylsacom мыслит там, как бы ему побольше продать рекламу. Ты же можешь, например, донести информацию намного шире, намного подробней для тех, как раз-таки, кто, возможно, хочет отказаться от андроида и перейти на iPhone. Ну и процесс записи видео очень прост. Самое главное, это просто его снять. Что нам нужно? Нам нужен штатив. Вот в этом ролике есть штативы или вообще просто спич про то, что тебе надо для того, чтобы начать делать свой YouTube. Это там дешевый, хороший микрофон, который ты можешь пойти и купить в любом магазине. Это просто разговор про штативы. Там на Алике есть хорошие штативы. И вот ты поставил камеру, снял видос. Теперь его задача просто выпустить. Ты можешь скачать любую бесплатную монтажку, тот же Movavi, просто хоть как-нибудь прямым монтажом это смонтировать и выложить на YouTube. Самое главное, чтобы это был хороший у тебя звук и хорошая информация. Если ты выполнишь все условия, о которых я говорил ранее, а именно, ты замотивирован, у тебя есть идея, и ты снял ролик. Теперь ты будешь впереди большинства людей, которые сидят и скроллят ТикТоки. Потому что тот, кто хоть что-то сделал, он уже начал путь. То есть если ты сделал какой-то шаг, ты уже выложил ролик, ты посмотрел его, понял, ага, вот у меня вот здесь вот есть проблемы, у меня вот здесь есть проблемы, у меня не очень хороший звук, поэтому пошел и купил петлю, вот, которая вот в том вот видео. Ты уже начал свой путь, и тебе остается только продолжать его. Ты повторяешь все шаги заново, ты находишь идею, ты вспоминаешь, почему ты это делаешь, ты выкладываешь ролик, ты посмотрел там конкурентов, ты выложил ролик лучше и насыщеннее по информации тех, которые
выложено на YouTube, потому что многие ролики просто под копирку скопированы с другого блогера. То есть чел не парится, он там взял, посмотрел Вилсакома, выписал главные тезисы и вокруг этого построил ролик. Ты же делаешь это все по-другому. Ты привносишь что-то в YouTube, ты улучшаешь комьюнити, ты добавляешь больше информации, за которой люди как раз-таки приходят на эту платформу. Ну и не забывай их развлекать. Мемы, там, тупые шутки, которые тебе кажутся тупыми, но на самом деле они могут быть прикольными и хорошо быть вставлены в твои ролики. И старайся улучшать свой контент каждый день. Если ты сидишь на работе, у тебя есть перерыв. Ты можешь взять блокнот, пописать там что-нибудь, пописать какой-нибудь тезис для нового ролика. Если ты собираешься делать ролики для путешествия, и тебе это нравится, и ты регулярно ездишь в путешествия, пойми, какие камеры тебе нужны, какой микрофон, посмотри там каких-нибудь блогеров, которые делают. Например, если ты хочешь ездить в какой-нибудь Афганистан, посмотри какого-нибудь пана Черепана, который туда не раз ездил, то тебе просто надо готовиться к этому, тебе нужно делать какие-то действия. То есть самая главная суть этого ролика – это действия. Если ты пройдешь по всем вот этим вот шагам, которые мы с тобой выяснили, то у тебя все получится. А если у тебя есть все еще сложности, если ты не знаешь, как начать, как тебе найти идею, если у тебя, в принципе, нету такого навыка генерации идей, то ты можешь написать мне в директ. Через консультацию я тебе помогу найти твою нишу. Поэтому пиши мне в Инстаграм, я помогу тебе начать. С вами был Андрей Замиралов. Пока.